Здравствуйте, рыбки! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад на предстоящую неделю, а именно неделю с 11 по 17 мая. Давайте мы посмотрим, что же рыбок ожидает, какие вам карты сегодня выпадут на следующей неделе, что интересного вас ждет. У нас сегодня две колоды. Это колода Таро «Небо и Земля», которую вы видите сейчас, которую я перетасовываю. А также у нас есть дополнительная колода в виде Таро Тота, Таро Алистера Кроули. Посмотрим, соответственно, в каких комбинациях эти карты выпадут и что интересного они покажут сегодня про рыбок именно на следующую неделю. Итак, рыбки. Расклад с понедельника по воскресенье. Я надеюсь, большинству из вас подойдет такой вариант расклада, то есть по дням недели. Кому не подходит, тоже пишите в ваших комментариях. Любая критика тоже приемлема, поэтому пишите, не стесняйтесь. Итак, рыбки, давайте посмотрим, что же происходит у рыбок. Какие карты вам выпадут с 11 по 17 мая, что интересного, соответственно, вас ждет. Итак, рыбки. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Первая карта — сила. Карта льва. Возможно, у кого-то общение с человеком знака лев будет важным. Также может быть тут же тройка кубков. Желание на кого-то повлиять. Тройка кубков — это несколько людей. Это, знаете, как ваш круг общения, там ваш коллектив, ваши друзья, там ваши дети, семья, неважно. То есть желание повлиять, желание, ну и на вас могут пытаться повлиять тоже. Но вы здесь занимаете очень сильную позицию, то есть духовно сильны. Вы здесь эмоциональный подъем испытываете от общения с друзьями или с близкими. То есть карта тройка кубков, она тоже про успех, про любовь, которой вы окружены, или дружбу, и радость от того, что вы общаетесь с такими людьми. То есть здесь очень хорошая позитивная карта. Дальше карта шестерка кубков, карта уюта и семьи. В целом ощущение вот этого вот счастливого, благополучного состояния, когда вы чувствуете любовь, поддержку близких, когда вы можете находиться в семейном очаге и по шестерке кубков испытывать покой от того, что вас окружают ваши близкие. Может быть, общение с близкими, потому что вас кто-то приглашает на годовщины или праздники, кубки поднимаете. Очень много кубков. Здесь тройка кубков, шестерка, тройка кубков снова. То есть здесь может речь идти о каких-то радостных эмоциях, которые вы испытываете от общения, такого праздного, веселого общения здесь с вашими близкими, там, с вашей семьей или друзьями. Может быть, кем-то, кого вы давно не видели, потому что шестерка кубков — это еще и люди, которым вы испытываете вот такое ностальгическое воспоминание, да, может быть, друзья из прошлого или какие-то люди из прошлого, которые напоминают о себе. То есть ностальгия о прошлом. Дальше снова еще королева кубков, водная стихия, ваша стихия. Но здесь тоже про чувства, про эмоции, про преисполненность вот этими вот чувствами. Может быть, вам говорят о том, что вас любят или признаются в своих чувствах, говорят о вашей значимости в жизни там кого-то, к примеру, да. То есть вот она, королева кубков, купаться в эмоциях и испытывать успех. Здесь получать успех и признание со стороны близких. Дальше тройка кубков. Карта тоже, опять-таки, изобилия, успешного общения, радостного, веселого и позитивного общения здесь для вас в этот день. И в целом в среду у вас, да, может быть, правда, общение с вашей семьей, потому что есть иерофант. Но иерофант — это еще и традиции. То есть, опять-таки, традиция что-то отмечать в этот день. Может быть, дни немножечко смещаются, может быть, не прямо в этот день, может, плюс-минус, да, там рядом на этой неделе, но как традиция в этот день что-то отмечать, что-то делать, там, не знаю, или годовщина свадьбы, или дня рождения, любые юбилеи. Также по иерофанту в целом это семья, и иерофанту на мудрости, о том, что вы мудрым решением добиваетесь успеха, что, возможно, вы здесь
готовность к свадьбе, кто не в браке, допустим, проявляет. Может быть, какие-то здесь как помолвка происходит, или даже брак, или вот какие-то такие вещи, связанные с семьей или созданием семьи. Дальше идет король Пентаклей, земной знак. Девы, Тельцы или Козероги могут иметь к этому отношение. Кстати, карта Иерофант, карта Тельца. Да, тоже может быть Телец, важное значение может иметь. И вот король Пентаклей здесь, если не общение с таким земным знаком, то по королю Пентаклей вы можете решать какие-то важные вопросы денежные, финансовые для вас. И вместе с королевой жезлов делать это достаточно успешно. Да, потому что вы здесь амбициозны, направлены на результат в вашей работе, в вашей деятельности. И по королеве жезлов, горя какой-то идеей, прикладывая усилия, получаете хороший результат вместе с королем Пентаклей. Соответственно, как показываете себя человеком, который умеет зарабатывать деньги, который очень по королю Пентаклей умен и обладает хорошим чутьем касаемо там каких-то идей финансовых, да, или бизнес-идей. Дальше идет семерка Пентаклей, и вот она о том, что вы расцениваете здесь уже вложенные усилия и пытаетесь оценить результат, который имеется. Что еще нужно сделать для того, чтобы получить больший результат? Какие еще усилия нужно вложить по этому принцу жезлов, допустим? Что нужно еще сделать или где нужно рискнуть, возможно, в каком-то моменте, да, для того, чтобы получить больший результат? Не только тот, который вы имеете на сегодняшний день. И карта четверка мечей в субботу, она о умиротворении и спокойствии, о желании здесь, возможно, от чего-то отдохнуть. Также здесь может быть по пятерке жезлов еще и ситуация, где вы много размышляете о каком-то спорном моменте для вас или о какой-то сложной ситуации для вас, которая может вызывать конфликт с окружающим. Но вы думаете, как здесь поступить правильнее, лучше, может быть, чтобы избежать конфликта или чтобы получить свое, но не через борьбу, а вот каким-то, да, более спокойным, мирным путем. То есть размышления об этой ситуации. И десятка пентаклей, карта в принципе материального благополучия, да, как изначально идет эта карта. Но также десятка пентаклей, она часто изображает на колодах разных семью, дом, опять-таки, возможно, здесь общение с близкими и с семьей, которые для вас важны, близкие для вас люди. Также по карте смерть, которая выпадает в дополнение, здесь может быть какие-то важные моменты переходные, касающиеся кого-то из ваших близких, там, вашей семье, то есть что-то меняется, трансформируется, может быть, опять-таки, какой-то важный переходный этап происходит у кого-то из ваших близких, с кем вы сопричастны. И по карте десятка пентаклей вы здесь стараетесь быть мудрыми в том, чтобы по карте смерти, может быть, от чего-то освободиться ненужного, может быть, от чего-то отказаться, что не служит или не подходит вашей семье, или какой-то идее, которая вам не подходит по карте смерти. То есть начать новый период, да, и вместе с тем по карте десятка пентаклей этот новый период, он будет лучшим, более качественным для вашей семьи, то есть какие-то хорошие изменения, скорее всего, здесь происходят с этой картой смерть. Ничего страшного, ничего здесь критичного такого не должно быть. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для представителей знака Рыбки мы завершаем. Я всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя. До скорого.